Здравствуйте! Сегодня опять начинаем с морской вечерней прогулки. Море сегодня тихое, ветра нет, очень красиво и замечательно. А сейчас мы переходим к нашему уроку. Здравствуйте! Сегодня мы шьем берет для куклы. По этой же технологии можно шить берет для ребенка и для взрослого. Сегодня наша модель в новом платье. Смотрим на берет. Берет состоит из двух одинаковых кругов ткани. В одном кругу мы вырезаем круг меньшего диаметра и пришиваем околыш или кашпен, еще называется так. Лучше взять ткань более плотную. Тогда берет будет хорошо сидеть и красиво ложиться. Посмотрим на новое платье. Оно без швов, на липучках. Мы без швов уже шили с вами платье. Можете смотреть в нашем плейлисте «Одежда для кукол». Платье очень просто кроится, легко шьется. Этот урок у вас есть. Ну что ж, переходим к выкройке. Самое главное – это выкройка. Шить мы умеем, и дальше свое мастерство мы совершенствуем. А выкройку не всегда удается нам сделать. И когда мы ведем свою тетрадь, это у нас фиксируется и остается с нами надолго. Итак, рисуем. Вот условно мы нарисовали наш берет. Наружный диаметр и внутренний диаметр. Назовем радиус R1 и R2. Что такое радиус? Это диаметр делить на 2. Обхват головы. Это то место, куда у нас будет одеваться берет. Меряем. Замер сделан. Записываем. Обязательно фиксируйте все в свою тетрадь. Тетрадь – это ваша спутница. Фиксируем 19 сантиметров. Это внутренний диаметр. Собственно, обхват головы, куда будет одеваться наш берет. А R1 – это наружный диаметр. Вот как у нас берет и пошит по этой крышечке. Вы можете взять тарелочку, можете взять циркуль. Итак, 19 сантиметров – это внутренний круг с радиусом R2. 19 сантиметров – это у нас длина окружности. Мы уменьшаем эту длину на 1-2 сантиметра, потому что ткань лучше взять, чтобы слегка тянулась. Поэтому лучше для плотности облегания берета по голове куклы уменьшать на 1-2 сантиметра. Итак, мы знаем формулу. Длина окружности равна πd или 2πr. Отсюда мы узнаем диаметр 18
делим на 3,14. Ну, примерно это получится 5,8. Напишем 5,9. Поскольку мы будем округлять, то эта цифра у нас не принципиальная. Примерно 6 сантиметров. 18 на 3 разделили 6 сантиметров. Откуда радиус у нас равен 3 сантиметра. Это радиус внутреннего круга R2. R1 – это у нас крышечка. Или у вас может быть тарелочка, или циркуль. Итак, расчет и замеры у нас все выполнено. Переходим непосредственно к построению выкройки. Берем листик бумаги. Сегодня линии перпендикулярные мы не расчерчиваем, потому что мы рисуем круг, обводим крышечку. Такого диаметра у нас будет 2 круга берета. Вот наш берет такого диаметра. Аккуратно вырезаем по окружности, не торопясь, чтобы было все ровно. Вот прям по линии мы режем. Готово. Теперь аккуратно мы сгибаем напополам круг. Получилась ось симметрии. И еще раз сгибаем. Вот у нас есть 2 диаметра, которые зафиксировали точку пересечения этих диаметров. Это есть центр нашего круга. На пересечении мы ставим точку. Мы выяснили, что внутренний диаметр R2 у нас равен 3 сантиметра. От центра круга в одну и другую сторону мы откладываем радиус. Для удобства мы чертим диаметр круга. Откладываем от центра по 3 сантиметра в каждую сторону. Радиус R2, диаметр 6 сантиметров, радиус 3 сантиметра. И еще промежуточные точки мы ставим. И через эти точки мы проводим окружность. Аккуратненько соединяем точки и получаем линию окружности. По этой окружности берет будет садиться на голову кукле. И по этой линии окружности будет пришиваться наш околыш или кашпен. Это французское слово, очень красивое. Аккуратненько вырезаем внутренний круг. Выкройка у нас готова. У нас прошло ровно 5 минут.
К внутреннему кругу по окружности мы пришиваем околыш. Его ширину вы выбираете самостоятельно. Он может быть шире или уже. Все на ваше усмотрение. Берем ткань. Ткань, я уже говорила, лучше брать плотнее, чтобы берет хорошо лежал, чтобы складки берета красиво ложились. Прикрепляем выкройку к ткани. Ткань складываем лицом к лицу и прямо по выкройке строчим, прокладываем строчку. Здесь мы можем обвести внутренний круг и его аккуратно вырезать только из одного слоя ткани. То есть верхний у нас круг сплошной, а в втором круге мы вырезаем окружность меньшего диаметра. Когда мы прострочили, вывернули, пришили околыш, и берет у нас готов. На сегодня все. До следующих удивительных и увлекательных встреч. Желаю вам успехов и удач. Самого наилучшего. До свидания.